Друзья, всем привет, Кэп у микрофона. В этом коротком видео я покажу вам, как увеличить ваш инвентарь в игре Stone Shard всего лишь за пару кликов. Итак, если вы один из тех, кому постоянно не хватает места в инвентаре, тогда это видео для вас. Первое, покажу версию, которая прибавляет всего лишь 10 клеток к вашему инвентарю. Она самая универсальная, подойдет абсолютно для любого разрешения вашего экрана. Первое, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании, где написано версия на плюс 10 клеток. Итак, копируем ссылку из описания, вставляем в браузер или просто кликаем по ней. Вот она, в принципе, сейчас у меня на экране отображается. У вас она, возможно, со временем будет немножко изменяться. Скачиваем оттуда архив, вот эту кнопочку скачать жмем. Да, мы говорим, что хорошо, вирусов там нет. Там действительно нет вирусов, потому что это официальная версия из Steam, просто немножко модернизированная с нашей стороны. Итак, архив скачался. Дальше, что вам нужно сделать? Если вы играете на официальной версии игры, не на пиратской, в принципе, на пиратской все будет похожим образом сделано. Итак, до официальной версии игры. Заходим в Steam, находим в библиотеке Stone Shard, нажимаем правой кнопкой мышки. Дальше нажимаем локальные файлы, обзор. Открывается папочка, собственно говоря, с этой игрой. Далее, из архива, который мы скачали, архив, который у нас SSH inv10, оттуда перетаскиваем этот файлик дата, ну или разархивируем его, по-русски говоря. Перетаскиваем папку с игрой, заменяем его в обязательном порядке. Готово, в принципе, у вас уже есть инвентарь на плюс 10 клеток. Заходим в игру, чтобы посмотреть, что у нас действительно все получилось. И пока у нас заходит, я вам скажу парочку очень важных слов. Первая вещь, это то, что все эти изменения, все эти игры с сохранениями, все эти игры с увеличением инвентаря вы делаете на свой страх и риск. Потому как, возможно, некоторые баги, о которых никто, конечно же, не знает, которые могут возникнуть, и в идеале это нужно делать на новом персонаже с самого старта. На старых персонажах лучше, наверное, так не делать, поэтому лучше создайте нового персонажа, точнее, сначала накатите мод, потом создайте персонажа и вкатывайтесь в игру, потому как могут возникнуть ошибки, которые просто будут крашить вашу игру и в конце концов запорят ваш сейв безвозвратно. Сейчас мы, собственно говоря, проверим. Вот у меня сейчас был сейв, я накатил мод на инвентарь на плюс 10 клеток, и да, уже, в принципе, здесь видно, что у сапоги лежали не там, где надо, но это мелочь. На самом деле, это просто вот из-за того, что инвентарь уже был изначально чем-то заполнен. Итак, ну вот видите, здесь вот тоже есть некоторые накладочки, получается, с этим инвентарем, но тем не менее. Как мы видим, тут какие-то вещи появляются просто из ниоткуда, но это ничего страшного, на самом деле в этом нет. Игра свернулась, потому что я мискликнул. Вот, но это все просто выкидываем из инвентаря. И вот, пожалуйста, у нас инвентарь изначально был вот таких размеров. Плюс 5 здесь и плюс 5 здесь. То есть в целом 10 клеток. На самом деле это большая цифра. И зачастую, в принципе, и ровно ее и не хватает, чтобы вытащить какой-то там мелочный лут из данжа. Но, если вы турбокраб и вам хочется вытаскивать из данжа еще больше предметов, тогда следующая ссылка для вас. Заходим также в описании. Находим там другой файлик. Называется он, скорее всего, версия плюс 34 клетки. Там будет ссылочка в описании, я пока еще не придумал, как его назову. Копируем эту ссылку, заходим. Там будет абсолютно такой же архив, просто немножко по-другому модифицированный. Также качаем его, да, нажимаем все равно скачать. Вирусов там нет, это 100%. Ну, ладно, 99,9, потому что я не думаю, что разработчики Stone Shard заложили такой-то вирус, на это тем более. Итак, находим файл дата, здесь то же самое. У нас уже, в принципе, папка с игрой открыта, но можно поделать ту же самую фигню. Локальные файлы, обзор, папочка где-то вот она здесь заморгала, открылась. Также берем этот файл дата, копируем в папку с игрой. Да, заменяем его, естественно, безусловно. И сейчас возвращаемся к самой игре. Нажимаем запускать. И все пойдет. Надо отметить то, что этот мод будет работать только для текущей версии игры, и мне придется его постоянно обновлять. То есть, если выйдет какое-нибудь обновление, какой-нибудь микропатч, мне придется делать этот же самый файлик уже под текущий патч. Так, у нас сейчас ситуация такова, что патчи обновлений выходят, ну, не очень часто, сами видите, да, с текущей ситуации. То в целом я могу себе позволить, наверное, выпустить сейчас такое видео, потом периодически просто его обновлять на крупных патчах каких-то. В принципе, дело это несложно, и дело там 5-минутное, по сути, для меня. Так, вот мы, собственно говоря, на персонаже. И, в принципе, уже видно. Да, тут может быть некоторый бардак, но, опять же, связано с тем, что сейв был создан до того, как
мы применили этот, собственно, маленький мод. Но теперь, если вы турбокраб и вы не хотите бегать по 2 раза в данже и гарантированно выносить оттуда все, что вам нужно, можете накадывать смело вторую версию файла, вторую версию мода, и тогда у вас появится вот такой вот здоровенный инвентарь. Вот для сравнения я могу, в принципе, сейчас разложить файлы, не файлы, точнее, оборудование вот таким образом и показать, насколько же большим стал инвентарь. То есть раньше он был вот таким. Вот это вот я показываю сейчас мышкой. Вот эти вот 34 клетки, которые есть дальше добавлены, они... Ну, я не знаю, если вам и этого будет не хватать, чтобы выносить хлам из данжа, то я уже не знаю. На мой взгляд, вот эта вторая версия будет сильнее влиять на баланс игры и получаемое удовольствие. И, короче говоря, все будет не так чувствоваться, как задумано было. Но, тем не менее, если вдруг вы турбокраб и хотите вынести абсолютно все до копеечки, я думаю, что вторая версия будет для вас. До всех же остальных я все-таки рекомендую ставить первую версию, которая на плюс 10 клеток, потому как она самая оптимальная и имеет минимальное влияние вообще, в принципе, на баланс и на геймплей. Плюс еще один момент. Если же вы играете на разрешении ниже, чем HD, не ниже, чем HD, ниже, чем Full HD, тогда у вас, возможно, будут проблемы. С чем связано? Связано это с тем, что если вы ставите себе вторую версию этого мода, которая на плюс 34 клетки, у вас, скорее всего, будет отображаться все некорректно. Поэтому ставьте версию на плюс 10 клеток, и горе не будете знать. Ну, давайте просто покажу, о чем я говорю сейчас. В чем, собственно, загвоздка и почему лучше ставить версию на 10 клеток, если у вас низкое разрешение экрана. Не Full HD, а просто HD или там типа того. Потому как у вас, скорее всего, будет вот такая вот штука с инвентарем. У вас будут просто некоторые клетки не кликабельные из-за того, что вы, разрешение не позволяет до них дотянуться, мешает интерфейс. Поэтому для таких случаев ставьте первую версию на плюс 10 клеток, она будет в аккурат вот так вот проходить, и все будет кликабельно, все будет работать прекрасно. Опять же, можно пользоваться и этим, у вас есть великолепная кнопочка автосортировки, все, что оказалось здесь ниже, вы не можете достать, можете просто нажать кнопку автосортировки, оно появится здесь. Ну, так как у меня уже инвентарь был пустой, то оно уже, соответственно, не появляется. Я могу просто ради интереса сейчас понажимать все это дело, зайти к себе в инвентарь, вот куча всего разного, я там некоторые вещи, тут могу достать, окей, потому что она большая. Все, что там было ниже, наверняка достать я не смогу, хотя я не уверен, что там что-то осталось, давайте проверим. Да, лежали сапоги, например, вот, кстати говоря, неожиданно волшебно. Так что все, господа, мод я постараюсь обновлять как можно чаще, так что ссылочки в описании будут актуальными, под текущей версии патчей в Стоуншарде выпускаться, плюс-минус задержка небольшая, поэтому... Обязательно подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, приходите, обновляйте ваш мод, собственно говоря, здесь. Я оставлю наверняка еще ссылочку в Стиме, так что, возможно, будет даже там проще из Стима все это дело качать. Дальше, если все будет хорошо, то, возможно, будет какое-нибудь расширение мода, расширение функционала, и также, возможно, если мне будет не лень, создание какого-то патчера, который будет отдельно все эти файлы, все эти модификации проводить. Вот. На этом у меня, в принципе, все. Спасибо большое, что просмотрели этот видос. Надеюсь, было полезно. Теперь у вас не будет никаких проблем, связанных с и вашим инвентарем. Еще раз повторюсь о том, что желательно накатывать этот мод до того, как вы собираетесь заходить за кого-то персонажа. Потому что если вы с этим модом сыграете на одном из персонажей, а потом попытаетесь в другом патче загрузиться, то, скорее всего, получите ошибку или какой-нибудь краш. Поэтому... имейте это в виду на свой страх и риск. Все, на этом все, господа. Спасибо большое за просмотр. У микрофона был Кэп. Подписывайтесь обязательно на канал, приходите на стримы. До скорой встречи. Пока-пока.